Сегодня готовлю молодой картофель в сметане. Один из тех рецептов, где все просто, быстро и вкусно. Картошку я уже подготовила, помыла, слегка поскребла железным скребком, просто сняла тонкую кожицу, чтобы сохранить ее текстуру. Перекладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой и ставлю на огонь. После закипания обязательно подсаливаю. Это важно, чтобы картошка не была пресной внутри. Варю до готовности, но не перевариваю. Она должна оставаться цельной, с плотной, но мягкой серединкой. Пока картофель варится, подготовлю чеснок. Сейчас в продаже уже есть молодой. Он сочный, ароматный, не такой резкий. Я люблю, когда чеснок чувствуется, но не перебивает все остальное. Для этого рецепта не использую пресс, нарезаю ножом. Когда он попадает на масло и прогревается, аромат раскрывается совсем иначе, чем у выдавленного. Если вы пробовали оба варианта, напишите, какой вкус вам ближе. Кстати, список всех ингредиентов вы найдете в описании. Теперь зелень. У меня укроп и петрушка. Обязательно мою и нарезаю мелко. Эта зелень дает не только вкус, но и свежий летний аромат. Можно добавить немного зеленого лука, если любите поострее. Все готовлю параллельно, пока картофель доходит, все остальное уже почти готово. Перехожу к сковороде. Выкладываю на нее кусочек сливочного масла, оно должно растаять на небольшом огне, не шипеть и не гореть. Если вы предпочитаете другое масло, можно использовать топленое масло, растительное или даже смалец. Мне нравится на сливочном, оно дает нежный вкус и легкий ореховый аромат, когда начинает подрумяниваться. Напишите в комментариях, какое масло по-вашему идеально сочетается с молодым картофелем. Интересно сравнить вкусы. Картофель уже готов. Воду сливаю и пересыпаю его на сковородку. Он начинает впитывать масло и корочка подрумянивается. Обжариваю пару минут, аккуратно перемешивая, чтобы не повредить форму. Хотелось бы, чтобы каждая картофелина слегка подрумянилась. Теперь самое вкусное. Чеснок уже готов, зелень тоже, и я достаю сметану. У меня 15% жирности. Она достаточно густая, не течет и дает ту самую кремовую текстуру, которая нужна в этом рецепте. Выкладываю сметану прямо на картошку. Сверху добавляю зелень, чеснок и немного черного перца. Можно добавить любимые специи – паприку, сушеный чеснок, прованские травы. Здесь уже дело вкуса. Я чаще всего ограничиваюсь только перцем. Он подчеркивает вкус картофеля и чеснока, не споря с ними. Все это перемешиваю на небольшом огне. Желательно не дать сметане перекипеть слишком сильно. Она должна прогреться, стать теплой, однородной. Перемешиваю буквально пару минут и выключаю. Запах стоит просто волшебный. Сливочное масло, теплый чеснок, свежая зелень, легкая кислинка сметаны. Все вместе простое, понятное и невероятно вкусное сочетание. Хочется сразу подавать с хрустящим хлебом или просто так, как есть. Особенно если картошка только что с грядки, свежая, плотная, сладковатая. Настоящее лето на тарелке. Этот рецепт из тех, что хочется готовить на одном дыхании. Минимум движений, максимум вкуса, когда хочется чего-то домашнего, простого, но при этом интересного. Можно подать как гарнир, а можно как основное блюдо – салатом или просто огурчиком. Если вы любите такие рецепты, поставьте лайк. Пишите в комментариях, что еще приготовить с молодой картошкой. Спасибо, что досмотрели. Не забудьте подписаться, если еще не успели. До встречи в следующих видео.